Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы будем с вами продолжать делать коррекцию на трапециевидные ногти-юбочки. Как вы видите, сейчас они уже не трапециевидные, не юбочки, потому что мы их поджали. А как мы это делали, посмотрите во вчерашнем уроке. Сегодня же мы обойдемся дизайном, поэтому покрываем наши ноготочки в 2 слоя темно-вишневым гель-лаком, и на нем мы будем рисовать. Рисовать мы сегодня будем в стиле кубизм, в стиле Пикассо, почувствуем себя настоящими художниками. Пускай Пикассо перевернется в могиле от такого чуда, которое мы сегодня сотворим. Поэтому все помрут от зависти современные художники, мы придумаем свой дизайн. Что же такое кубизм? Кубизм – это когда ваш дизайн нарисован какими-то геометрическими фигурами. И в данном случае мы с клиенткой не стали искать для себя в интернете какой-то образец, а решили нарисовать дизайн из головы. То есть, как это выглядело? Я у нее спрашивала, какую фигуру мне использовать, она говорила, и какую-то часть лица я рисовала именно этой фигурой. На второй руке в поддержку нашей геометрии кубической мы нарисовали вот такие вот геометрические всякие разные элементы. Треугольнички, полосочки, в общем, это в поддержку основного дизайна. Но и эти элементы сами по себе тоже являются своеобразным отдельным дизайном ногтей, поэтому их тоже можно использовать. А на основном же пальчике мы с ней балуемся. Как я говорила, я спрашивала у клиентки фигуру, она мне называла фигуру из головы, и этой фигурой я рисовала какие-то запчасти. Вот лицо у нас треугольное, глаза у нас квадратные, что там дальше мы рисовали, я не помню. Брови, конечно, не очень фигурные, но тем не менее, все равно они довольно-таки интересные и угловатые. Нос мы тоже рисовали не с фигуры, а вот рот моя клиентка захотела, чтобы был треугольный. В общем, мы накидали основные черты лица и потом всю композицию дополнили какими-то разрезающими линиями. Опять же, эти линии дополнительные порезали у нас наш дизайн на какие-то геометрические фигуры. И после того, как мы все это разукрасим, после того, как мы все это заполним, у нас получится вот такой вот интересный геометрический портрет. При этом сидим, не говорим клиентке, что мы рисовали это с нее, она может обидеться. Вот просто говорим, что это какой-то дополнительный подозрительный персонаж у нас здесь получился. Но тем не менее, на самом деле, девчонки, рисовать вот в такой технике, веселиться с клиентами, это довольно-таки интересно. Потому что действительно это здорово. Вы не знаете, что получится в конечном итоге. Клиентка не знает, что у вас выйдет. Поэтому вот такие вот дизайны я, например, очень сильно люблю, когда ты сам до последнего не знаешь, что у тебя получится. Как я уже говорила, разукрашиваем наш дизайн. Берем цвета, которые будут хорошо друг с другом смотреться. Например, это все цвета одной цветовой насыщенности, например, пастели одинаково разбеленные. Или, допустим, это цвета одной цветовой гаммы, тогда у вас получится монохром. Или, например, это просто какие-то не собранные друг с другом цвета, получится яркий и пестрый дизайн. В данном случае мы используем именно пастельное направление цветов и оттенков, немножечко добавляем их цветами понасыщеннее и с блестками.
Для того, чтобы наше лицо смотрелось объемнее, ему нужны светотени. Светотени мы раскладываем, исходя из правил рисования человеческого лица. То есть, рисуя человеческое лицо, мы знаем, где у нас должны быть тени. Тень у нас отбрасывают волосы на лицо. Тень у нас под носиком, возле носика. Вот именно в этих местах мы тени здесь и будем прорисовывать. Но опять же не везде, поскольку это не реалистичный дизайн. Кое-где для объема мы раскидываем теневые моменты. В остальных местах у нас просто получится гладкий цвет. После перекрытия финишным покрытием переходим к прорисовочке. В данном случае черной красочкой, линиями одинаковой толщины мы дублируем для себя наш дизайн. То есть до этого мы его просто накидали, мы сделали подмалевок. Теперь нам его нужно проработать. Нам нужно сделать таким образом, чтобы каждая линия была чистенькой и чтобы каждая линия у нас была одинаковой по всей ее длине. Причем в данном случае используем не очень-то тонкие линии. Почему? Потому что дизайн у нас геометрический, а линия это тоже геометрический элемент. Поэтому в данном случае вот такая вот немножечко жирноватая линия будет смотреться отдельным элементом дизайна. Так что этот дизайн подойдет для тех мастеров, кто только-только начинает дружить с кистью, поэтому вам даже не нужно рисовать очень тонкие линии.
После того, как просушили наш черный контур, переходим к бликовочным моментам. Белой красочкой вот здесь вот уже довольно-таки тоненько выбликовываем основные черты лица. В данном случае это овал лица, носик на лице и немножечко глаза. Итак, вот такой вот Пикассо в Малевиче у нас вышел, практически черный квадрат, цензура должна пропустить. Я же на сегодня с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно и полезно. Встретимся в новых уроках, всем до новых встреч, пока!